Юр, подожди еще полчасика. Ты очень рано пришел. Еще очень рано. Так, кто-то хулиганит, правда? Сёма. Сёма хулиганит. Так, Юля уходит, ложится и не мешает. Добрый день, друзья! У нас очень жаркое лето. Август оказался самым жарким месяцем. И в такое время гулять по улице или ходить куда-то в магазин за продуктами, крайне некомфортно. Но все-таки приходится. И вот, в один прекрасный день, не далее, как вчера, я вышла в магазин, который очень близко от дома. У нас есть сеть супермаркетов «Магнито дома». Да, там бывают цветочки, но не часто. И я никак не предполагала, что я встречу там орхидеи. Когда видишь орхидеи, какие мысли о продуктах? Никаких уже. Зашла, увидела орхидею. В плачевном, я бы сказала, состоянии, но, по крайней мере, цветы. Но зато какая это красавица. Какой это сорт? Это Монако. И взгляд мой больше никуда не отрывался. Я смотрела только на эту орхидею, на корни этой орхидеи. Цветочков осталось у нее, к сожалению, не так много, чтобы показать вам цветение этой орхидеи. Всего 3. И даже эти 3 цветочка так выкручены, что невозможно показать ее цветение. Я уж ее и разглядывала, и рассматривала. И мне показалось, что на лепестках какой-то налет. Думаю, вдруг вредители, а потом рассмотрела. Это блеск на этих лепестках. Но думаю, что камера этого не передает. Да, она засушивает цветоносы, к сожалению. Она сбросила все бутончики. В общем-то, это из той серии: вышел за хлебушком, вернулся без хлебушка, но с орхидеей. Но это же не все трудности, которые сейчас происходят у нас вот именно летом. В магазине прохладно. Конечно, там работают охлаждающие установки. И эта орхидея находилась, наверное, с неделю, если не больше. Я просто спросила, как давно привезли орхидеи. В помещении, где не больше 23 градусов. Может быть, она была с влажными корнями, может быть, нет. Но мне-то ее нести по улице. Как бы это ни было близко от дома, у нас на солнце сейчас больше 50 градусов. В тени, да, в тени 35-37. И вот вы представляете, когда нужно выйти из магазина, где 23 градуса, и пронести хотя бы вот эти 10 минут орхидею домой. У орхидей, конечно, очередной стресс. То холодно, то жарко, то влажно, то сухо. Корни абсолютно все высохли в магазине. Даже грунт, который видно, что влагоемкий, и тот сухой. Но отсюда становится понятно, почему она сбросила все бутончики. Я ее подержала еще сутки, и теперь хочу показать вам, особенно для новичков, потому что постоянные мои подписчики и зрители знают, что я делаю с такими вновь купленными орхидеями. Давайте ее еще внимательно рассмотрим и очень быстро обработаем. Во-первых, держатели цветоносов с плесенью. И первое, что мы делаем, убираем эти держатели. Тут и цветонос сухой, и как можно дальше, чтобы эта плесень не начала выпускать и рассеивать споры.
Теперь цветонос почти совсем засох. Вот тут чуть-чуть осталось зелененького от цветоноса. Сразу его полностью отрезаем. Если часть цветоноса осталась живой, зеленой, обрабатываем перекисью водорода, корицей, толченым углем, закрываем ранку, чтобы не попали какие-нибудь бактерии туда. Сухие бутончики убираю. И из грунта убираю. Вдруг были какие-то вредители, да и вообще они не нужны в грунте. Вижу сухой листик фласочный. Тоже убираю. И что же сделать вот с этим цветоносом? Цветочки остаются в руках. Есть же еще 3 цветочка. А этот основной цветонос стал засыхать чуть выше, чем эти бутончики. Отрезаю сухую часть и тоже обрабатываю перекисью водорода. Вполне достаточно для того, чтобы туда не попали бактерии, обработать перекисью водорода. Перекись водорода, она именно обеззараживает. И на живой ткани, видно на этом цветоносе, она шипит. Дальнейшие наши действия. Осмотр листьев. Есть механические повреждения, есть какие-то паутинки. Очень часто в таких орхидеях не паутинные клещи, а настоящие пауки бывают. Но, может быть, уже и убежали. И как всегда я делаю с каждой новой купленной орхидеей, я протираю листья каким-нибудь калийным мылом. Зеленым, табачным, дегтярным, горчичным, любым. Это защита от вредителей и болезней. Это я делаю только 1 раз с новой орхидеей. Потом, когда орхидея долго живет у меня и листики становятся пыльными, я протираю чистой водой. Но я не делаю это каждую неделю, я делаю это тогда, когда листики действительно становятся пыльными. На 100 мл воды пол чайной ложки зеленого мыла. Чистый ватный диск. И с легким нажимом протираю листья с 2 сторон. Обязательно стволик орхидеи. Если есть листик даже на стволике орхидеи, обязательно протираю и этот листик. Скорее всего, вот эти листики на цветоносе – это мутация. Но я вам как-то показывала, у меня есть орхидея с цветоносом из точки роста. И тоже есть вот такие листики. Отсюда пробудилась почка и вырос цветонос. Это такие мутации на орхидеях бывают. Абсолютно все листья протираем. И по возможности протираем само основание орхидеи тоже со всех сторон. Есть еще один маленький листик. И это механическое повреждение. Но пусть орхидея его сама засушит, возьмет из него питательные вещества, нужные ей для роста. И когда он пожелтеет, я его уберу. Корни, особенно воздушные, конечно, радуют.
Они даже крупнее и толще, чем корни в горшке. А давайте еще посмотрим. Вот такие еще есть корни в горшке. Сухой корешок обрезаю. Там есть дальше корни где-то. Пусть там и остаются. И так как орхидея у меня провела ночь, ее нужно и можно полить. Воду использую чистую и теплую. Температура воды должна быть от 28 до 32 градусов. Орхидеи в покупных горшках поливаю только по краю горшка. Очень удобно делать вот такой грушей. Я не считаю, сколько я миллилитров налила в горшок. У меня поддончик, в котором стоит орхидея, высотой 1,5 сантиметра. Я наливаю по краю горшка полный поддончик. Еще нашелся один сухой корень. Его тоже можно обрезать, чуть не доходя до живого корня, чтобы не обрабатывать корень. Не дорезаем до живого. И еще один сухой корешок делаем точно так же. И по краю горшка наливаю полный поддончик воды. Я думаю, что такое сухое растение за полчаса впитает всю воду. Тем более, что грунт, там даже не кора, там может быть сверху есть небольшое количество коры. Но в основном это очень похоже на труху от коры. Что-то мелкое и очень влагоемкое. Вот в таком состоянии я оставляю орхидею. Если через полчаса здесь останется вода, воду я удаляю. Но думаю, что ничего там не останется. Ставлю орхидею на карантин, потому что летом все вредители более активные. Поэтому карантин нужен обязательно. Карантин я выдерживаю месяц. Да, у меня сложно, очень сложно найти карантинный подоконник или какое-то место, где у меня нет в квартире орхидей. Но приходится искать такое место. И просто так, на всякий случай, от каких-то вредителей сразу я не обрабатываю. Потому что разные препараты для разных вредителей. Можно и тем, и другим, и пятым, и десятым опрыскать орхидею, и будет совершенно непонятно, от кого, для чего мы ее обрабатывали. Вот поэтому у меня всегда карантин и наблюдение за орхидеей. Вот такую прекрасную орхидею мне посчастливилось случайно купить в продуктовом магазине. Ну и, конечно, я буду вам ее показывать и рассказывать дальше. Самый часто задаваемый вопрос: а когда же пересадить такую орхидею? А когда же она начнет растить корни? А что же с ней дальше случается? Вот очень яркий пример. Орхидея Майя, которая появилась на канале, по-моему, месяца 4 назад. И вот обратите внимание, какие у орхидеи Майи выросли корни. И она вырастила вот такой здоровый взрослый лист. И вот в таком состоянии самое время пересаживать орхидею. И мы обязательно дождемся, чтобы орхидея Монако начала такой же активный рост, и пересадим ее. Если вам интересно узнать продолжение истории о моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.